Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать об игре WinGoal, показать приложение, как все там выглядит. В игре сейчас проходит тестнет, начался он 9 ноября и продлится до 14 ноября. В общем, совсем такой коротенький бета-тест. В принципе, они просто хотят быстро-быстро запуститься до чемпионата мира, быстро все прогоняют, и, в принципе, у них там игра не лагает, они, если что, все поправляют. Вот вчера они выпустили обнову, там уже больше подсказок стало, ну и немножко улучшили по игре. Все, кто регистрировался на сайте до 9 ноября, могли принять участие в данном тестнете. Вся информация была у меня в канале, поэтому если вы пропустили, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать всю актуальную информацию. При регистрации мы получали 11 серых карточек игроков-футболистов и одного зеленого футболиста. Зеленый футболист, получается, будет стоить $10. Вы потом в дальнейшем, думаю, можете эту карточку продать. Но серые футболисты, они ничего не стоят, они даже не являются NFT. Но по окончанию бета-теста эти карточки у нас также остаются, то есть они не сгорают. Но все, что вы там выигрываете в бета-тесте, все деньги, все это сгорит. За бета-тест будут награды, ну там, по-моему, за топовые места я даже не пытаюсь попасть в топы, потому что там нужно много всего выполнить и нужно прям очень позадротить, чтобы выиграть какое-то топовое место. Вот. Ну, я старалась не заморачиваться. Ну, мне игра нравится в целом, очень прикольно все. Так, переходим к просмотру игры. Смотрите, изначально у нас тут, сразу покажу, вот человечек есть, идет такой значок у него, да, play. Вы здесь можете посмотреть рекламу и за это заработать вот эти желтенькие монетки. Получается, думаю, данный проект будет зарабатывать на рекламе, поскольку они типа себя фри игрой рекламируют, но все равно тут нужно донатить, как и в любой другой игре. Без доната, мне кажется, будет очень тяжело играть, но я попробую без доната с вот этими игроками, которые у меня есть. Смотрите, видите, они здесь вставляют рекламу, думаю, вот это и будет их заработок, что здесь они могут рекламу разместить, плюс еще просмотры рекламы всякие тут у них выскакивает. Вот, у нас есть матч, у нас есть рынок, здесь есть клуб. Вот эти, кстати, изначально не были открыты, их нужно было тоже открывать за вот эти, по-моему, зелененькие деньги. Есть тренажерка, есть центр питания, наших игроков можно кормить, салон красоты, там можно стрижку делать. Кстати, я ни разу не сходила в салон красоты, давайте даже попробуем сейчас. Посмотрим, что тут происходит. Капец, как изменили, ё-моё, интересно, ну давайте. Так, вот это вот, мне не нравится такая прическа. Совсем другой, ё-моё. Ну он что-то тут не меняется, а тут меняется, ну. Мне не нравится. Дальше, ну пусть вот так останется. Ну или так, пусть такой. Ну так и не поняла, это сделалась прическа или нет. Кстати, когда вы играете тут в матче, вам нужно будет играть, да, и ваши игроки, получается, травмируются. Там в конце матча обычно пишется, что там ваш игрок получил такую-то травму и такую-то, и его нужно лекать. Смотрите, как вообще посмотреть, что ваш игрок травмировался. В принципе, даже здесь вот это начальный экран, да, главный. Здесь видно вот крестик, если вы сюда нажмете, и у вас тут показано, что вот тяжелая травма, и здесь вот отображается, что нам нужно для его лечения. Переходим лечить травму. Нужно купить эту штуку, но это какие-то, по-моему, таблетки, но я их не могу купить, потому что распроданы. Ну ладно. Ну, чтобы его полечить, нужно вот эти таблетки купить. Ну и так вот еще один игрок. Здесь тоже у него должны быть таблетки. Но у меня пока что нет возможности это купить, поэтому лекать не буду. Вот есть тренажерка, можно отправлять игроков в тренажерку. Но у меня пока нет вот этих билетиков, я все уже потратила. Вот этих могу. Смотрите, выбираем игроков, они становятся на определенные там упражнения. И нажимаем начать подготовку. Вот они тренят, каждый там по-своему. Кто-то бьет грушу, кто-то там штангу тягает, этот на дорожке бегает. Ну, так выглядит все интересно в приложении. Мне нравится, короче.
Так, вот они потренили, все, теперь мы прожимаем на них, и видите, у них увеличивается параметр. То есть сейчас выйду, покажу. Ну вот так вы трените, вот видите, здесь у меня есть это рейтинг, так сказать, в игре. Чем он выше, тем круче. У меня вот всего лишь 6800. Здесь вот этот значок изначально, как вы зайдете, если вы захотите поиграть в бета-тест, сразу тут покупаете вот эту штуку, вы сможете, ну тут в принципе вот есть, можете почитать привилегии какие есть. Есть еще вот этот, такая подписка, но ее купить вроде как нельзя. Если я попробую купить, вы сейчас не можете внести токены. Можно купить, так понимаю, в Тестнете только эту. Ну и тут видно, какие привилегии есть. И в основном тут все подсказывается, вот красненьким светится. Вы даже здесь можете зайти в игрока, например, и посмотреть, вот, например, возле этого красика. Это значит, что дальше вот тоже показывается, вот красный кружочек, что его нужно полекать. Но полекать я не могу. В принципе, вот так вот подсказки. Там, если, например, вы сможете там получить награду, да, уже здесь есть по заданию, вот видите, у меня здесь какая-то награда. Так, сейчас заберу. Очень много заданий, можете все выполнять, выигрывать, тут всякие деньги, там, значки, вот. И также есть золотой глобус, раз в день вам один билетик падает бесплатный, вы можете крутить и выиграть что-то вот это. И, я так понимаю, если 25 раз покрутить, то можно выиграть вот этот, войти в систему, чтобы получить лотерейный билет один раз в день, и вы можете открыть один golden. Короче, вот эту штуку один раз открыть, если вы 25 раз поиграете. Ну и, соответственно, 25 дней вам нужно зайти сюда и прокрутить. Но еще вам иногда выпадают билетики за выполнение заданий. Вы тоже можете здесь, получается, прокрутиться. Вот, что у нас еще? Центр питания. Центр питания у нас тут появляется, когда вот это все собирается, у вас появляется кнопка, вы выбираете и отправляете там игрока, получается, выбираете любого игрока и отправляете на питание. Он идет там, кушает и все. Офис менеджера, тут можно, ну, в принципе, все ваше посмотреть. Вот команда, задания, центр питания, здесь также настройки. Вот можно посмотреть в рюкзаке, какие есть предметы. Так, на рынке пока что ничего нет. Пока что все по нулям. Что еще? Клуб. Клуб, я так... это сбор типа награды, которые вы можете собрать там... Вот я так понимаю, через какое-то время, короче, я могу заходить и собирать доход. Вы можете прокачивать вот эту, если зайти сюда в матч, вот ранг вы прокачиваете, тут вот пишется ваш доход от клуба. То есть у меня пока 6%. Вы можете здесь играть, если вы выигрываете, то процент ваш увеличивается. Есть турниры, здесь таблица, вот я на 9000. Я вот на вот таком вот месте. Ну, это, конечно, не очень радует, потому что награды будут там, ну вот кто будет там, по-моему, в топах, не знаю за сколько топ, но думаю, там в топ-10 может надо попасть. Я точно не попаду, потому что это нужно прям задротить. Так, про турниры. Лига, это в лиге разные, тут можно играть. И вот, например, начальная лига называется, по-моему, вот это, по-моему, идет сейчас точно. Вот это, по-моему, кубок чемпионата. Вы, если выигрываете, каждый раз заходите в игру, выигрываете, то и у вас начинается следующий уровень. Ну и, короче, так вы в одном поучаствовали, если вы выиграли. Ну, там много, по-моему, игр надо сделать. Потом, типа, вы увидите тут красную пометку, можете пролистать и тоже там подписаться, да, и, получается, уже в следующей лиге играть. Ну и так постепенно выигрывать в всяких лигах. Кубок. Тут в кубок тоже можете поиграть. Тоже играете тут много, наверное, надо поиграть, чтобы выиграть этот кубок. Ну и сейчас зайдем вот, например, в лигу. Заходим в игру. У нас сразу отображаются наши футболисты. Можно нажать авто. Ну, у меня пока что уже команда расставлена. Но если вы нажимаете авто, он вам подбирает там
получше футболистов, как игра здесь запланирована, да. Вот, получается, если вы нажмете крестик, у вас отобразится... Так, а что плохо видно? А у меня, наверное, тех, которых нужно лекать. А, вот. У вас тут, блин, выскакивает эта пометка, но тут вот есть крестик у персонажа, это значит, что его нужно полечить. Но я не могу ничего ему сделать, поэтому у меня пока что будет так играть. Вот крестик. Также есть вот очки у каждого персонажа, это сила, наверное. Чем выше, тем круче, то есть он сильнее становится. И получается здесь по нумерации, ну это даже просто посмотреть номер игрока, наверное. Ну и заходим в матч, посмотрим, как игра происходит. Тут, в общем, все на автомате, вам ничего не нужно делать, вы просто наблюдаете. Зашли, за вас тут все поигралось. Ну, это плюс, наверное, и минус, не знаю даже, как сказать, потому что тут все делает робот. Вот, кстати, изначально у вас так на X1 идет, оно все медленно. Если вы ускоряете, то быстрее матч проходит. Если нажать skip, я не могу скипнуть, потому что у меня нету вот этого пропуска золотого. Скипнуть нужно пропуск повыше. Поэтому вот так они бегают. Надеюсь, я выиграю. Ну вот, игра закончилась, я выиграла 3-0. Тут вот статистика такая. И дальше тоже можно посмотреть, что... Так, награды. И иногда в конце, там, если ваши игроки травмировались, они пишут, что такой-то, такой-то игрок получил такую-то, такую-то травму. Что у нас так управлять? Вот, центр питания появилось у меня. Вот, выбираю игрока, какого я хочу покормить. Вот, например, этого. И он идет, получается, кушает. Ну, все автоматом так быстро происходит. Точнее, вот подтверждаю, видите, у меня повышается там мощность. Да, вот если зайти, кстати, на сердечко, здесь упражнения, которые вы должны выполнить в реальной жизни. То есть вы должны побегать, там попрыгать на скакалке. Задание каждый день меняется, походу, потому что тут было попрыгать на скакалке. Поскольку я с компа, я не могу выполнить эти задания. Я просила маму, у нее Android. Приложение только сейчас на андроиде, и с компа можно поиграть через эмулятор. Вот я играю с компа, но эти приложения я не могу пройти. Маму просила, но она что-то говорит, ходила, но что-то мне не засчиталось. Соответственно, если вы здесь ходите, в реальной жизни, то у вас будет увеличиваться параметры вашего игрока. Чем больше заданий вы выполните, тем лучше. Ну и получается в тренажерке, если вы качаете игроков, соответственно, они тоже прокачиваются. Потом можно делать апгрейд там в определенные уровни, 10-15, это, по-моему, в синих карточках. Делаете апгрейд, и у вас, получается, вот эти звездочки добавляются. Это тоже увеличивает ваши, вот эту общую статистику, общий рейтинг. Вот это, чем выше, тем круче, короче. Ну и в принципе, наверное, все. Здесь по заданиям я показывала, вроде выполняете задания. Вот еще вы можете заходить сюда в карточки, и если у вас набирается достаточно вот этих монет красных и желтых, желтую у меня есть, а красных, к сожалению, нету. Здесь вы прожимаете там купить, да, и может сейчас мне нельзя никак пополнить.
Прожимаете купить, и вам выпадает одна рандомная карточка, то есть один футболист. Если его синенький, это отлично, 92% да, то, что вам выпадет синенький, 7% то, что выпадет знаменитый, и 1%, что выпадет суперзвезда. Мне еще ни разу не выпала суперзвезда, но 2 раза выпала знаменитость. Вот это, 2 карточки у меня есть, 2 футболиста. Вначале, когда вы зарегистрируетесь, вам нужно будет придумать название вашей команды. У меня вот Криптоэра, выбрать значок вашей команды и выбрать форму команде. То есть вы там уже на ваш вкус выбираете, что вам нравится. Ну, в принципе, наверное, все показала, рассказала. Надеюсь, вам было все понятно и интересно. Ставьте лайк данному видео, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. Игра реально интересная, мне нравится. Ну, думаю, поиграю, когда выйдет основная версия, и надеюсь, что-то заработаю. Так, вот мне какое-то, кстати, письмо пришло. Награда. Прикольно. Так, ну, в принципе, все. Всем желаю удачи, всем пока.